Мы во внутренней Монголии, город Хайлар. Здесь рождаются легенды. И сегодня мы узнаем, сможет ли новая пятиместная ES8 стать одной из них. А также разберем, зачем она нужна, если есть ES9, и в чем ее настоящая сила. Мы проедем по национальным трассам, уедем в горы, пересечем реку и затащим ее в грязь. Все, что вы увидите, реально. Все, что вы услышите, проверено на себе. Начнем с того, что новый ES8 построен на той же самой платформе NT 3.0, что и ET9. Но у ET9 управление по проводам, тормоза по проводам. Здесь же не так. Но как же хочется похвалить эту подвеску. Здесь пятирычажная подвеска спереди и сзади. Двойные пневмобаллоны от ZF последнего поколения. В общем, едет авто супер. Естественно, с такой мощностью за глаза хватает, чтобы вы ускорялись с 80 до 140, с 80 до 160. Вот так вот подъезжаем к той самой заветной точке, где можно свернуть на бездорожье. Я весь в предвкушении. И для этого есть у нас режим All Terrain Mode. В режиме All Terrain Mode вы можете включить первый, это трек-лист. Все, он будет записывать, куда мы едем. Ай, какая красота, ребятки, нас сейчас ждет. Здесь стоит умная система, которая самостоятельно считывает поверхность дороги, понимает, что это грязь, или это просто камни, это песок, пустыня. В общем, сейчас мы с вами едем в режиме All Terrain Mode. Вот по такой жижке. Степной. Сколько раз я в детстве ездил по подобному на УАЗиках, на Нивах, на девятках туда же, на чем только не ездил. И вот никогда бы я не подумал, что вот можно на таком автомобиле сюда сунуться. Даже в принципе представить не мог. Едет, понимаете? Тут по большому счету мы на обычной шоссейке. Вот так вот камеры все отображает, где мы едем, по какой такой красоте. Выехать не можем из колеи, но она не хочет. Вот максимально сейчас руль заверну, нет, не идет. Колея мокрая. Дождик прошел хороший, подразмыло так неплохо, плюс трава. Но вообще по-хорошему надо шины приспустить, потому что я не могу выехать из этой колеи. Вот так вот. Да, можно, конечно, сейчас задним ходом. А что прекрасно, он не дает ни газу дать, то есть закопать себя, посадить. Но если я, наверное, выключу режим грязь, тогда будет все иначе. Посмотрим. Так, вменяю я режим на комфорт, просто комфорт. Смотрим. Не дает газу дать. Не дает. Умная машинка. Интересно, все-таки хочу вернуться обратно в режим All Terrain. И пусть будет Adaptive. И давайте-ка мы все-таки подспустим шины, потому что у нас сейчас 2.7, а должно быть, в принципе, и 2.9, и 2.6. Там 2.6 и 2.9 в зависимости от загруженности. Значит, по идее, как бы типа 2.7 норм. Не, кто я такой, чтобы с ними не спорить? Пошел-ка я спущу до 2.5. Вот именно по таким дорогам хотелось бы всегда тестировать китайские автомобили. Мы, если честно, сейчас едем по очень плохой дороге, с ямами, с такими глубокими выемками. Но это не имеет значения для этого автомобиля. Ты едешь как будто бы по прямой. Это, конечно, удивительно. Тест на грязность порогов не очень-то пройден. Все-таки я вижу, что здесь вот такая жирная полоска грязи. И чуть-чуть не испачкал.
брючки, штанишки. О, ребята же, как же хорошо, а! Я верю в то, что этот автомобиль при правильной резине может гораздо больше. NIO ES8 крупнейший в Китае чистый электромобиль. Компания NIO позиционирует его как внедорожник. Длина 5280 мм, ширина 2010 мм, высота 1800 мм. Колесная база 3130 мм. И все это богатство на 22 ходках. ES8 использует фирменный дизайн X-Bar в сочетании с высокой линией капота и акульим носом с углом наклона минус 12 градусов. Мне лично такое нравится. Оптика здесь двухэтажная, и они используют фирменный свет HDPL. О нем мы поговорим чуть попозже, когда сядет солнце. Корма выглядит широко, солидно, а стоп-сигнал здесь длиной 2264 мм. В ночи выглядит просто сок. Руки чешутся показать вам багажник, но подождите еще чуть-чуть, и вы не пожалеете. И это главная фишка пятиместного ES8. Где-то вот там, за сопкой, мой родной дом. Река Аргунь, на которой я многократно рыбачил. Хочется, конечно, сейчас вот по прямой вот туда дать, оказаться дома, но не может. Я в детстве множество раз купался вот в таких речках. Боже, я весь в мурашках, я весь в эмоциях того, что я так близко к дому. И тогда я даже и представить не мог, что появятся автомобили от такого типа. Во-первых, электричка. Во-вторых, суперкомфортная. В-третьих, она создана не только для дороги идеальному ровному асфальту. Она также может преодолевать какие-то препятствия, ездить по бездорожью, по легкому, по серьезному. Конечно, все зависит от резины, от вашего умения. Технологии так развились быстро, что некоторые не могут их принять. Ребята, а вы примите, вы поймите, что на сегодняшний день просто бензиновый автомобиль – это уже утопия. Да, на классной Ниве можно уехать далеко. И за трактором тоже бежать далеко. В общем, машина эта целевая. В Китае рассчитана на то, чтобы вы путешествовали, чтобы вы были открыты миру, открыты дорогам и ездили везде, там, где вы пожелаете. Там стоят несколько автомобилей, таких же медиа. И, знаете, они чистенькие. Такое ощущение, что мужикам совсем неинтересно гонять по грязи. Ну, как так? Белая вообще без единой капельки грязи. По травке, видимо, везде ехала, боялась испачкаться. А этот танк грязи не боится. Ну да ладно. Вот сегодня с утра, читая новость о том, что выкатили новую X5. Смотрю я на эту новую X5 и понимаю, что автомобиль близкий по скорости, по разгону к этому стоит 140 тысяч долларов. В нем нету ничего абсолютно. Как они умудряются делать такое плохое? Ну, хочется ругаться. И обидно то, что европейский автопром просто засунул куда-то свою голову глубоко и не хочет ничего менять. А почему? Ведь вы посмотрите на китайцев, они не останавливаются на том, что они добились, они постоянно прогрессируют. Была 6-7-местная версия, мало, давайте сделаем 5-местную. Но в этой 5-местной, куда ни плюнь, везде самое лучшее, первое в мире, лучшее в классе, единственное в классе и тому подобное. Если интересно более подробно ознакомиться, в чем она самая лучшая, по всем пунктикам, переходите к нам в телегу, в посте, где мы размещаем, что вот обзор выпущен, там в комментариях я приложу документы, переведенные от брифа. Почитайте, посмотрите, вы будете в шоке, потому что ни один другой автопроизводитель, по крайней мере европейский, не может вам и подавно чего-то такого предложить. Если вы фанат быстрой скорости, если вы любите играть в шашечки, этот автомобиль точно для вас. Управляемость феноменальная. Мы положили
стрелку электрическую вот прям на максимум. Даже в этом случае автомобиль рулится шикарно. Я очень рад, что мы тестируем этот автомобиль именно во внутренней Монголии, в Хайлари. Здесь дороги очень близки к нашим российским. Вот абсолютно. Ямы на дорогах, выбоины, вот кочки, вот это вот все. А не как у нас на юге Китая, все прекрасно. Здесь вот прям близко к российским условиям. И еще раз хочу отметить, что машина действительно едет хорошо. Есть нюансики, моментики, но, скорее всего, они это подфиксят, когда уже будет финальная версия автомобиля. Руль чувствуется очень хорошо. Кстати, руль, ребят, здесь, в отличие от ES9, он взрослый, но и здесь нет управления по проводам, как я уже говорил. Но как же я кайфую вот от динамики этого автомобиля, просто невероятно. И это с учетом того, что у него минимальный получается налог, да, коммерческий утиль для такой мощности среди этого класса. Автомобиль под ключ выходит 9 миллионов рублей. Аналогичный какой-нибудь там типа Voya X8, туда же 9 миллионов рублей. Ну, 8 там 9, что такое. Но мы пока не знаем финальные цен на пятиместную комплектацию. Если пятиместная комплектация будет стоить дешевле, чем 7 и либо 6-местная комплектация, все. Я считаю, что вы обязаны купить этот автомобиль, если вы ищете себе крупный электрический паркетник с хорошими внедорожными характеристиками и при этом который выглядит шикарно, который внутри по дизайну создан для успешных людей, как это говорится в буклетике. И если вы хотите выезжать на легкое бездорожье, а может быть даже и не легкое, ну, опять же, все зависит от вашего мнения. Тестировать автомобиль в Хайларе сплошное удовольствие. Дорог тут нет нормальных. И чувствуется, что когда ты заезжаешь в яму, она на отбой работает нормально, на сжатие работает подвеска шикарно. Вопросов к подвеске у меня 0. Хорошо, что у этого автомобиля 215 мм клиренса, можно не бояться. Сейчас полезем вот сюда, куда как бы этому автомобилю не надо, но нам-то надо. Посмотрим, что он может. Земля мокрая, шоссейка, трава. Ну, потихонечку имитации сработали, она проехала спокойно. Съезжаем с трассы, включаем режим All-Terrain Mode. Адаптивный. Сразу же в грязюку. Ну, чтобы так вас порадовать. Напомню, у нас адаптивная двухкамерная пневмоподвеска с CDC. Вот эти все неровности, ухабы, она проезжает достаточно приятно. Мне, если честно, хочется очень сильно туда. Здесь вот такая мелкая галька, зыбучая. Брод, да я не знаю, глубокий нет. Ну, не думаю, что глубокий. Но я знаю, что ES8 пятиместная может преодолевать брод глубиной 610 мм. Но я еще знаю, что электрички воды не боятся. Изи-пизи. Вот так вот, ребят, тихо, бесшумно мы подъехали к прекрасному месту. Река шуршит, как, собственно, и эта машинка тоже. Вчера мы получили колоссальное удовольствие, покатавшись на этом автомобиле. Но давайте сегодня поговорим про техничку. Новый ES8 построен на платформе NT 3.0. Это третье уже поколение. А это означает более эффективную установку, быструю зарядку и запас на будущее благодаря облачному обновлению. Благодаря функции EasyT здесь
Угол выворота колес 41 градус. Благодаря этому радиус разворота 5,7 метров. Но в отличие от ES9, задние колеса не подруливаются. Суммарная мощность двух электромоторов 520 киловатт или 700 лошадиных сил. Разгон до 100 3,9 секунды. И сейчас вы скажете: о, нифига себе, какой утиль! А вот и нет, потому что это же NIO, а NIO официально указывает нам минимальную 30-минутную мощность, а здесь она всего-то навсего 127 киловатт. Благодаря 900-вольтовой архитектуре вы можете зарядить свой автомобиль за 5 минут на 250 километров. Она поддерживает скорость зарядки 5C. К сожалению, порт медленной зарядки однофазный. Окончательно они забыли про трифазу. Что-то как-то неправильно. Батарейка здесь на 102 киловатт-часа. Максимальная мощность 420 киловатт, что она может принять, а запас хода 635 километров по циклу CLTC. Напомню, передняя и задняя подвеска здесь пятирычажная, а пневмо двухкамерная. Диапазон регулировки дорожного просвета от минус 50 до плюс 50 мм. Максимальный клиренс заявленный 215 мм. Но самое классное в этой подвеске, что у них есть внешний клапан нового поколения. Анализирует дорогу 1000 раз в секунду. Регулирует жесткость 500 раз в секунду. Плюс есть гидравлические сайлентблоки, гасят раскачку, удары. Продольная вибрация здесь снижена на 26% спереди и на 29% сзади. Давайте сразу честно. У NIO есть ES9. Огромный, статусный, шестиместный, с длиной 5365 мм. И этот автомобиль для деловых встреч, для важных пассажиров сзади. А ES8 пятиместная. Короче, всего на 85 миллиметров. Но эти 85 миллиметров и есть главное отличие. Здесь нет третьего ряда. Вместо этого багажник на 1334 литра. И вот тут перед вами встает выбор философии. ES9 создан для того, чтобы кого-то везти, а ES8 пятиместная для того, чтобы везти вас и все, что вас радует. Выехали на трассу, и первое, что поражает — тишина. Скидываем скорость до 80. Давайте посмотрим, что покажет приборчик. Едем мы по достаточно плохому асфальту. Есть такие гребеночки лежачие полицейские небольшие, нарисованные на асфальте. Ну вот сейчас мы едем 1.8, и мне приходится говорить чуть громче. Давайте послушаем, давайте посмотрим на цифры. Причина хорошей шумоизоляции — совокупность факторов. Во-первых, двойные стекла акустические по кругу, премиальные материалы, они все используют для шумоподавления, оптимизация аэродинамики, малошумные шины, естественно, и технология активного шумоподавления. ES8 использует собственные датчики вибрации на кузове и микрофоны в салоне, чтобы гасить шумы. Заявленный тормозной путь 33 метра. Роман говорит, я начал тормозить здесь. Считаем. 24 попугая. В метрах не знаю. Передние диски вентилируемые, диаметром 355 мм от Brembo. А вот задние 365 мм от CBI Group и тоже вентилируемые. Спереди суппорта 4-поршневые от Brembo, сзади от CBI Group плавающие. Дизайн пятиместной NIO ES8 строится на философии «сдержанная роскошь». Ну так написано в буклетах. И на самом деле я им верю. Вот все это так и выглядит. Им действительно удалось сделать, знаете, такую вторую гостиную. Она очень обволакивающая, комфортная. Цвета все подобраны нежные, не кричащие. Механизмы здесь все вот плавные, добротные. 2 подстаканника с упорами, 2 беспроводные зарядки с вентиляцией на 50 Вт. Здесь бардак приличный. А вот здесь бардачок зажали. Ну, нехорошо. Возвращайте. Также здесь есть холодильник с регулировкой от минус 2 до плюс 50. Ребят, я забыл. Тут розетка на 220. Правда, китайского типа, придется переходником пользоваться. Ну, спасибо большое за нее здесь. По экранам, конечно, здесь топ. 48-дюймовая панель приборов, 15,6 дюймов центральный экран на 3К, потолочный экран на 21,4 дюйма для задних пассажиров, 8-дюймовый экран управления сзади и 38-дюймовая проекция. Поговорим про философию, кому она нужна. И вот жалко, с нами нету сейчас Алексея.
Он там где-то в пустыне Гоби или где-то еще. Вот ловите от него привет. Антон, привет, ребята, всем привет. Я нахожусь не в пустыне Гоби, как сказал Антон, я уже ее проехал. А сейчас я у Небесных Врат в городе Чжанцзяде. Проехали мы 7000 километров, отсняли и много интересного материала про Китай. И выложим его на Pandaway Life чуть позже. Он бы ее точно купил. Потому что этот автомобиль создан для путешествий. Да, это не гибрид, но если бы он выбирал себе электричку, он бы ее купил. Но мы потом с ним поговорим об этом. Потому что автомобиль идеально подходит для того, чтобы собрать с собой все барахло, которое у тебя есть, засунуть в этот огромный багажник на рейлинге, поставить крышу и отправиться в путешествие. Чего ты машешь? Фаркопа нет! Ё-моё! Ну, мы дождемся официального конфигуратора и посмотрим, есть ли там фаркоп или нет. Он все равно выдвижной будет. А мне сейчас оператор Роман говорит, ну выдвижной будет. Да что ж ты будешь делать? Леха, езди на своем поларе и не парься. Вчера нас КамАЗ жестко подрезал, и мне пришлось оттормозиться. Давайте я сейчас покажу, как это было примерно. Мне нравится, как работает в это время ремень. Он, значит, меня подтягивает нежно, потом затягивает. И мне не больно грудной клетки от резкого тормаживания, я не ощущаю никакого дискомфорта. Это они тоже здесь продумали. У Nio с безопасностью тоже все хорошо. Конкретно у ES8 5-местной 9 подушек безопасности, Euro NCAP 5-звездочные, и у них 65 активных функций вспомогательных для контроля автомобиля. Минус, во-первых, сидушка коротковата, ну, хотелось бы чуть длиннее. А во-вторых, атаманка-то не работает во время движения. А если ты ее настроил и поехал, она обратно вернулась в обычное положение. А мне такое не нравится. Переделывайте. На втором ряду царство роскоши. Место здесь, конечно, будь здоров. Версия Signature. Как у нас есть вот такая механическая шторка и электрохромное затемнение заднего стекла. И вот оно гораздо проще, чем у ES9. Ну, в принципе, такой же, как у Ливиса L9. Нажимаем раз, идет медленное затемнение. Нажимаем 2, опять медленно затемняется. Затемняется, проходит сколько-то времени, и она затемнилась. В общем, долго. Но вот тут супер комфортно. Угол наклона 138 градусов. Атаманочку вверх. Вот так, мне здесь прям хорошо. Только надо обувь снять. И у нас шикарная панорама. Смотрим на монгольские звезды. Хорошо. Центральный подлокотник массивный. Здесь есть USB-зарядка Type-C. Беспроводная зарядка с охлаждением. И 2 места для стаканов с кофе. На презентации, когда у нас был воркшоп, они хвастались тем, что очень удобно сделаны ремни. Вот пристегнутым мне быть, да, здесь комфортно. Но искать их тяжело. Они прячутся вот сюда, и все. И там сидит человек, а где? Не могу. Я говорю про ремень это тогда, когда у вас кресло приподнято. Что из плюсов могу отметить? 3 места у нас с подогревом, 2 места с вентиляцией, причем с подушки до спинки. Вся вентилируется. С подогревом та же самая история, очень комфортно. Почему-то так принято в Китае, что левый пассажир обделен. У меня атаманка без подогрева, здесь атаманка с подогревом. Что зажали-то? Ладно, есть столик. Без выемок, без всего, то есть стакан поставил, улетел, ручку не положить. Здесь столика нет, зато есть MagSafe на 2 сидушках. То, что меня порадовало на презентации, когда я услышал, что здесь сиденья складываются в пропорции 40-20. 40. Длинномеры возить, само то, лыжи, сноуборд. Но, ребята, сейчас я вас удивлю. Удивляю. 1334 литра. Это самый большой багажник в классе. Мало? Ловите. Вот это вот долой. Вот это вот долой. Я даже не знаю, тут 3 Антохи, 4 поместится. Еще.
есть ниша, где у нас инструмент лежит. Мало? Да, ловите, пожалуйста. Что туда можно поместить? А знаете что? Часы Rolex. Ну, как на презентации было показано, здесь такая катушечка, там часы модные. Вот это вот я лично никогда в других автомобилях такого не видел. Да, есть шторка. Во-первых, она очень жесткая. Это шторка. Во-вторых, она, смотрите, складывается. Как? Хорошо. Она может и вот так сложиться. И так. Ее можно полностью всю вообще убрать, если вам надо. Такое ощущение, что разработку багажника отдали человеку, помешанному на багажниках. И он такой: ща я вам сделаю. Как же они постарались. У меня просто слов нет. Длина. Вот смотрите, зонтик. Еще место остается. А чтобы вы понимали, размер зонтика. Кажется, дождик начинается. Ну, в общем, как я и говорил, можно ее вот вытащить. Собака тяжелая. Блин, прям тяжелая. И это после того, когда я посмотрел новую X7 в салоне, и там шторка. Нет, не шторка, ниша под багажником. Вот такая. Вы что, угораете? Здесь просто вложились в каждую деталь. Очень круто. А еще они додумались до того, что можно сделать вот такую механическую перегородку, которая всегда у вас здесь, чтобы сделать органайзер. Красавчики. Если вы думаете, что это спальное место, то вы ошибаетесь. Потому что это выглядит вот так. И это можно сделать с двумя сиденьями. Общая длина 1,94 метра. А ширина 1,4 метра. Бросайте матрасик и кайфуйте. Ребят, вам не хватает багажника? Здесь есть франк на 230 литров. Здесь есть розетка на 12 вольт. Дренажное отверстие отсутствует. Есть существенные отличия между ES9 и ES8. Это в кренах. Скорость 100. Сбавляем. Прям так нормально заваливаемся. И это у нас режим спорт и suspension стандарт low. Конкурентов не так уж много на сегодняшний день. Потому что больших пятиместных электрокроссоверов на рынке Китая мало. Сейчас у нас появился Voya X8, но там свои приколы, и тут уже, наверное, будет такая вкусовщинка, кому что больше нравится. Именно по технологиям там тоже все хорошо. Вот вопрос дизайна. В общем, вопрос сложный. Напишите в комментариях, что вы думаете. Но по моему мнению, что именно если брать в совокупности факторов огромный багажник со сложными сиденьями, разложенными, получается, что никто не может таким похвастаться. То есть, если вы берете именно машину для путешествий, а тут есть рейлинги, туда можете поставить еще все, что угодно, тогда вот один, он единственный такой. Но есть же еще из него семейство Onva L80, которая тоже пятиместная, которая той же философией для путешествий. Автомобиль создан с таким же шикарным багажником, франком. Но там для людей помоложе в душе, либо, в принципе, по возрасту, которые еще вот не доросли до статуса успеха. Вот такого, знаете, солидного статуса успеха, когда ты садишься, такой: ну вот, пожалуй, дерево вот это мое, а вот это ваше салатовая, фиолетовая кожа, не-не-не-не, вот не коричневая и беленькая подавай. Поэтому вот конкурент, но он по статусу другой. BMW X5 будет также в кузове электро. Какая там цена? Не знаю. Но боюсь, что будет пипец какая высокая. И ладно, бог с ней, с этой высокой ценой. Но там технологий нет. Они тупо забили вообще на это все. То есть там не то чтобы технологий нет, там комфортно нет. И вы скажете: рулежка. Давайте, рулите.
насколько там вас хватит. 120, 140 ехать на электричке. Какая разница, какая рулежка. Все это время по трассе мы едем со скоростью 15, 16. Давайте посмотрим, какой у нас расход. Ну вот у нас средний показатель сегодня такой. 27,5 киловатт-часов. Ехали мы 18 и даже чуть поболее. С последнего момента зарядки. За 4 часа 26, а за все время у него расход 22,3. И это с учетом того, что медийный автомобиль. На нем все наваливают. В целом, наверное, ок. Ну, как наверное? У меня айдишка, если я езжу со скоростью 120, жрет столько же. Тогда не наверное, а прям сильно ок. Ароматы здесь есть. Жасмин. Сильная такая подача с кондиционера этого аромата. Чувствуется, хорошо чувствуется и приятный причем. Ну, в целом у них есть разнообразие, вы можете подобрать под себя все что угодно. Катаемся 2 дня, к эргономике вопросов 0. По рулю все хорошо, настроек мне хватает, по обзорности все тоже хорошо, но зеркала хотелось бы побольше, чтобы они были, ну, хотя бы безрамочные, тогда будет супер. Сидеть мне очень комфортно, здесь настройки в 20 положениях. Вот минус, что атаманку нельзя регулировать на скорости. То ли это сейчас, потом они это исправят, то ли это будет так всегда, я не знаю. Но в ES9 сама сидушка, она длиннее. Здесь она точно короче. Хочется отдельно отметить несколько пунктов по сидению. Первое. Массаж. Он здесь великолепный, на 9 баллов, прям очень хорошо. Второй момент. Вентиляция работает лучше, чем у ES9. Здесь жарко. Здесь жесткий ультрафиолет, солнце фигачит, нагревается, по идее, стекло сильно, но нет. Оно термо держит очень хорошо, особенно боковые стекла. Дальше. Не закончил. Режим всасывания у сидения есть. То есть, когда у вас вентиляция с режимом всасывания. То есть, охлаждение, оно гораздо лучше происходит. Музыка здесь 27 динамиков, 2600 ватт, но в настоящий момент я не могу сказать, что она лучше, чем у ES9. Вообще нет. Она на 7 баллов потянет. Как будто бы требуется какая-то доработка программная у звучания. С фарами у NIO всегда было все хорошо. Здесь, собственно, используется точно такой же свет, как и у ES9. HDPL с проекцией, подсвечивает дорожку для пешеходов, может писать ваше имя, вырезает свет, все хорошо, вопросов нет. Вообще считается, что здесь самый яркий ближний свет в классе. Световой пучок покрывает до 6 полос движения. Если мы говорим про световой ковер, то у нее проекция на дорогу площадью до 50 квадратных метров. Работает на дистанции до 50 метров и ширина освещения до 23 метров. Сейчас вы видите цифры. 23 киловатт-часа. Так вот, это в режиме езды 60-120. В этот промежуток времени мы не лихачили. Обратите внимание, какая хорошая светосила у камер. У нас темень. Изумительно. Также вот есть вот такой широкий, приветственный ковер. Но это, наверное, лучший в классе. Ну что, господа, все гештальты закрыты. Загнали, значит, мы ES8 и вброд, и в грязь. Прокатились по уклонам по-хорошему. И вот финал вот здесь, красивый, на сопке. Что хочу сказать. ES8 меня лично больше порадовал эмоционально, нежели ES9. Да, ES9 дороже, презентабельней, но вот прям весь навороченный. Несмотря на то, что у нас Signature Edition, комплектация достойная. Да, хочется до электродверей, хочется туда-сюда, потому что к хорошему привыкаешь очень быстро. По итогу, давайте резюмируем. Взял бы я себе эту машину? Взял бы, с удовольствием. В Китае, конечно, я бы выбрал возможность арендной батарейки, потому что это дешевле.
А вот, ну вот в России вот так. Я уже ранее говорил, сколько это стоит под ключ. Напомню, от 9 миллионов этот автомобиль обойдется под ключ в России. Шикарный пятиместный электрокроссовер. Больше пока сегодня никто на рынке предложить не может. Да, есть гибриды, есть поменьше модели, но вот чтобы вот такое сочетание факторов нету. А вы бы взяли себе такую для путешествия? Ведь в ней есть все. Этот автомобиль точно найдет своего покупателя. Ведь он технологичный, красивый, недорогой и очень комфортный. Ну а если вы другого мнения, пишите в комментариях. Увидимся в следующем ролике. Пока.